Итак, режем черенки из мандарина. 1, 2, 3. Достаточно. Здесь получится 2 черенка. Так, нижние листики убираем. Остается 3. Давайте оставим 2 листика, чтобы у нас была возможность корнеобразования из 2 междоузлий, а эти обрезаем. Такой получается небольшой череночек, чтобы было меньше испарения листьев. Откладываем в сторону, беремся за следующий. Здесь можно обрезать нижний лист, ну и существенно укоротить вот эти вот листья. Они свежие и очень большие. Вот так будет достаточно. Так, из этого черенка вот так делаем. Вот что у нас получилось. Так, нижние листики тоже убираем. Этот оставляем. Верхушка черенка. Еще пару листиков. Тоже режем на 2/3. Убрали листья. Листья большие выросли. Вот так. Ну, из этих больших глянцевых листьев вы можете вполне сделать чай. Так. Ну, а этот зеленый оставляем листик. Пусть будет. Вот еще веточка. Так. Пожалуй, обрежем. Вот такой будет черенок. Не надо длинные черенки. Сокодвижение будет минимальным. Сегодня луна убывающая. Последний день убывающей луны. 1 июня. И завтра у нас будет новолуние. В новолуние вообще не рекомендуется никакие работы производить с растениями. Ну, кроме, может быть, прополки сорняков, удаления сорняков. Вот. В новолуние Земля отдыхает. Поэтому так, ставим чуть-чуть, совсем небольшую веточку. Снизу еще можно 1 убрать. И даже 2. Заглубим побольше. Вот череночки. Итак, в новолуние Земля отдыхает. Но это будет завтра. Сегодня последний день, когда можно укоренять черенки. Так. Вот таким вот образом. Самый нижний, пожалуй, срежем. Угу. Ну вот. Вот эти листики пойдут на чай. Ага, вот еще 1 черенок. А все остальное можно посадить. Лето длинное, за лето они укоренятся. И те, которые укоренятся, можно будет посадить в горшочки и перенести домой. Если укоренившихся будет много, можно написать записку. Можно разбирать бесплатно. Вот так. Или устраивать теплую зимовку, если в ваших широтах достаточно тепло зимой, до -5 градусов. Можете выращивать мандарины на улице под открытым небом. Вот получились наши череночки. Идем сажать.
Мы с вами находимся в зеленой палисадниковой зоне за домом. Посмотрите, какие прекрасные здесь растут растения сами по себе. Ну и не только сами по себе, но и которые мы высадили. А как же нам сегодня тема такая? Как же нам ориентироваться, когда высаживать, когда подрезать, когда рыхлить, а когда пропалывать сорняки? Конечно, многие делают это интуитивно, у них прекрасно получается. А еще лучше, если мы будем учитывать естественные ритмы растений, на которые влияет наше второе светило. Это ночное светило Луна. Итак, наши древние предки умели ориентироваться именно по Луне и получали высокие урожаи, прекрасное цветение, то, что радовало глаз и кормило людей всю зиму. Итак, что же нам нужно для того, чтобы понимать, когда и что делать? У нас сегодня для посадки фиалочки. Это комнатные фиалки, но мы их посадим на улицу летом, а зимой заберем обратно домой. А пока что пусть они здесь растут. И сегодня самый хороший день для посадки. Я объясню вам почему. Все дело в том, что сегодня 1 июня, и Луна у нас находится в знаке Тельца. А как я об этом узнаю? Сейчас я вам покажу. Не надо иметь астролябию, какие-то приспособления. Достаточно просто иметь лунный календарь. Вот. И здесь написано, что 1 июня Луна убывает. Луна в знаке Тельца. И поскольку Телец у нас знак земной, в это время Земля делает вдох. Она как бы всасывает все соки растений в себя, и они дают мощную корневую систему. Поэтому сегодня можно сажать деревца, саженцы. Вот 1 июня Луна находится в знаке Тельца. А вот завтра очень день нехороший для земляных работ вообще, потому что завтра новолуние. В этот день не надо ничего делать с землей. Ну, разве что какой-нибудь сорняк выдернуть по пути в магазин. Это не возбраняется. Так вот, именно сегодня мы с вами посадим саженцы мандаринчиков, которые я подготовила дома. И пусть они укореняются и крепнут на свежем воздухе. А потом посмотрим, как они приросли и прижились. Сегодня ветреный день. И согласно этим рекомендациям нужно беречь горло, и если влажная погода, и меньше говорить, а больше делать. Поэтому приступим. Итак, я нашла притененное местечко для наших черенков, поскольку им надо укорениться. Здесь бывает и солнышко, но в данном случае уже притененность присутствует. Это черенкам пойдет на пользу. Поэтому сажаем черенки. Итак, каким образом лучше расположить черенок? Поскольку там юг, а в другой стороне у нас север, то давайте посадим черенок головой на юг. Это южное растение. И вот так, а корешками на север. Просто воткнем в землю. Укореняем таким образом, чтобы 1-2 междоузлия у нас оказались в земле.
Вы видите, что я посадила черенки, но пока что они достаточно близко друг к другу, это им не помешает. И небольшая притененность, если будет цветами, дальше посмотрим. Но главное им сейчас прижиться под углом 45 примерно градусов, 45-30 градусов. Так растение лучше понимает, что ему нужно обратить все силы, внимание на укоренение. О, вот еще забыли про него. Как же мы про тебя забыли? Ты, наверное, будешь у нас самый главный. Вот так. Ребята, это сорняки. Сегодня можно выпалывать сорняки. Они здесь прямо лесом встали. Это лебеда-лебедушка, ребята. В войну что только с ней не делали. Ее росло в большом количестве. Их хлеб пекли, жарили, и парили, и варили, и в салаты бросали, ели. Поэтому растение это съедобное. У природы мало несъедобных растений. Из 80 тысяч всевозможных видов только 1000 примерно ядовитые. Вы видите, процент соотношений 1 к 100 примерно. Поэтому очень много полезных растений для нашего организма.